Стартовал общий тест обновления 9.17. Новые шведские машины, улучшенные премиум-танки, изменения в системе бронепробития, доработанный звук. Об этом и не только прямо сейчас. Одно из главных событий общего теста — появление шведской техники. С конвейера сошли 19 боевых машин. Нация представлена сразу двумя ветками развития. Первая состоит из легких, средних и тяжелых танков. Вторая — ярко выраженная ветка противотанковых машин. Но обо всем по порядку. На первом уровне большой и неказистый СТРВ FM-21. Он не претендует на роль любимчика. Зато уже на этой стадии можно выбрать свой путь исследования техники. В начале ветки тяжелых танков крепкие середняки. Со 2 по 5 уровень идут машины, которые не очень отличаются от одноклассников, но имеют сильный козырь, прекрасные углы вертикальной наводки. Средний танк 6 уровня СТРВ-74 сохранил отличный УВН, а в придачу получил хорошую пушку. У танка самое быстрое сведение и самый маленький разброс среди одноклассников. Пушка — главные особенности другого шведского танка — Лео. СТ 7 уровня получил 105 миллиметровое орудие. За хороший урон приходится расплачиваться большим разбросом и долгой перезарядкой. Зато у машины прекрасная динамика. Удельная мощность — 25 лошадей на тонну, а максимальная скорость — 60 км в час. На 8 уровне расположился Эмиль-1. Машине не уйти от сравнения с французским AMX 50-100. Но отличия есть, и они большие. У скандинава лучше броня. Барабан новичка заряжается быстрее, но и снарядов в нем меньше. Зато угол склонения орудия у шведа лучше на целых 6 градусов. А это Эмиль-2. Один из самых быстрых тяжей 9 уровня. Быстрее его только француз. Характеристики пушек у обоих танков схожи, но при этом у новичка крепче башня и лучше углы вертикальной наводки орудия. Топовый шведский тяж Кранваген обречен на успех и популярность. Это симбиоз французского AMX 50B и американского Т-57 Heavy. У него крепкая башня, хорошее орудие, отличные углы вертикальной наводки. Он настоящий хищник, который любит хладнокровно ждать за холмом. Но стоит ему почувствовать запах крови, он тут же бросится на врага, загрызет его и так же быстро умчится прочь. Ну а что же ПТ? Ветка начинается с машины с труднопроизносимым названием и отличной скорострельностью. Сразу за ней идет ЛКВ-72. Низкая незаметная самоходка с превосходной динамикой и отличными углами вертикальной наводки. ПТ 4 и 5 уровня очень похожи по манере игры. Недостаток брони они компенсируют 105 миллиметровыми пушками. У машин 6 и 7 уровней болячки все те же — отсутствие брони. Но их выручает динамика. Эти ПТ быстрее многих средних танков, а кроме того, имеют точные и пробивные орудия. На 3 верхних ступенях ветки машины с абсолютно новой для игры механикой. Их главное отличие от любой другой техники — гидропневматическая подвеска. С ее помощью самоходки наклоняют корпус и наводятся на цель. У этих машин 2 режима игры. Первый — для передвижения, второй — для ведения огня. В базовом режиме техника может ездить, поворачивать и даже стрелять, но точность такой стрельбы крайне мала. Чтобы делать это эффективно, надо нажать кнопку X и перейти в режим стрельбы. Скорость передвижения в нем минимальна, но огневая мощь возрастает в разы, ведь на машинах установлены сверхточные орудия. На переход из одного режима в другой требуется время. Когда его нет, на помощь придет все та же пневмоподвеска. Благодаря ей можно менять углы наклона брони. Это особенно актуально при игре на топовой СТРВ-103Б. На машине установлена противокумулятивная решетка. Она играет роль экрана и помогает ловить вражеские снаряды без получения урона. На первый взгляд, игра на такой технике может показаться сложной, но уже через несколько боев использование пневмоподвески не доставляет хлопот. С выходом теста вносятся изменения в систему бронепробития. Текущая система будет заменена на единую простую механику, которая учитывает толщину брони, угол попадания снаряда и его калибр. Говоря простым языком, теперь игроки, которые любят танковать, смогут делать это еще эффективнее.
При грамотной постановке корпуса появился шанс ловить рикошеты, даже если у вас танк с тонкой броней. Новые правила сделают механику бронепробития более справедливой и логичной. В обновлении 9.17 улучшились характеристики сразу нескольких премиум-машин. Британский FV-4202 стал быстрее и прибыльнее. Максимальная скорость танка увеличена на 5 км в час, а доходность выросла сразу на 10%. СТА-2 тоже стал быстрее. Японец получил новый двигатель, благодаря чему без труда разгоняется до 55 км в час. Французский М4А1 Revalorisé также получил новый двигатель и стал мощнее. Увеличились углы вертикальной наводки, сократилось время сведения, уменьшился разброс. Мощнее стал и китайский ВЗ-111. Одновременно с этим башня и НЛД машины стали крепче. Кроме того, улучшились огневые характеристики танка. Теперь он быстрее сводится и точнее стреляет. Немецкий Лёве тоже нарастил броню без потери динамики, а его орудие теперь лучше склоняется вниз. Другой немецкий танк «Пантера 8.8» стал мобильнее. Мощность машины выросла на 100 лошадиных сил, а скорость поворота ходовой увеличилась до 40 градусов в секунду. Мы продолжаем улучшать игровые характеристики премиум-танков и не собираемся останавливаться на достигнутом. Надеемся, эти изменения вас порадуют. В игре появилась полноценная поддержка многоканального звука для аудиосистем 5.1 и 7.1. Игроки с такими системами смогут еще глубже погрузиться в атмосферу танковых баталий. Добавлены звуки для автоприцела. Захват, снятие или потеря цели подтверждаются голосовым уведомлением. Это поможет эффективнее использовать автоприцеливание. Переозвучена система падений и столкновений танка с неразрушаемыми объектами. Звуки стали ярче и реалистичнее, а кроме того, теперь они информируют о степени повреждений. Это далеко не все изменения, которые ждут игроков в обновлении 9.17. Принимайте участие в общем тестировании, пробуйте новинки первыми, пишите отзывы, влияйте на развитие игры.